Яйцо дракона в Америке, сантехника в Древнем Риме, останки человека в Китае, которому более 1 миллиона лет. Новая возможная причина вымирания динозавров. Что общего в этом, спросите вы? А общее то, что вы можете узнать об этом подробнее в этом видео, если досмотрите его до конца. Привет, друг, ты на канале Киртоп. Наскальные рисунки возрастом 2700 лет. На месте древней Ниневии, что когда-то была столицей Ассирийской империи, археологи обнаружили загадочные наскальные рисунки. Ниневия была обнесена крепкой 12-километровой стеной, в которой было 15 ворот. Самое интересное, что у каждых ворот было свое имя. Так вот, во время реконструкции одних из ворот под названием Машки, именно так звали одного из 15 ассирийских богов, археологи углубились на несколько культурных слоев и нашли там 12 мраморных плит с древними барельефами. Если бы не террористическая группировка «Исламское государство», которая уничтожила эти ворота в 2016 году, то у археологов сейчас было бы гораздо меньше работы, и сохранность древней архитектуры была бы значительно лучше. Страшно это осознавать, что в наши дни человечество продолжает уничтожать нашу историю. Однажды я уже рассказывал про статуи Будды в Афганистане, которые также были уничтожены террористами. Барельефы относятся к эпохе ассирийского царя Синхариба, правившего с 705 по 681 год до нашей эры. Скорее всего, барельефы украшали дворец Синхариба, а позже внук царя использовал их для строительства ворот. Барельефы, которые остались на поверхности, были разрушены полностью, и рисунки на них исчезли, а те плиты, которые археологи откопали, сохранились довольно хорошо. Ассирийская империя в свое время была очень могущественной и воинствующей, она участвовала во множестве битв. Какое именно сражение запечатлено на барельефах, ученым еще предстоит изучить. Полностью восстановить врата Бога археологи планируют к концу следующего года. На это выделен бюджет более 1 миллиона долларов, а в работе принимают участие эксперты из Мосульского и Пенсильванского университетов в сотрудничестве с Международным альянсом по защите наследия в зонах конфликтов. А теперь мы из Ирака вместе с археологами отправимся в Китай, где увидим находку, которая заполняет эволюционный пробел. Самая ранняя окаменелость гиббона. В провинции Юньнань на юго-западе Китая археологи нашли окаменелость небольшой обезьяны, которая отодвигает летопись окаменелости гиббонов на 7-8 миллионов лет назад. А я об этом постоянно рассказываю. Буквально одна находка археологов может изменить очень много. Теперь у китайских и американских археологов выпала возможность заполнить эволюционный пробел в истории мелких обезьян в Восточной Азии. Данная окаменелость принадлежит Юанмоупитекус ксяоюан. Это семейство обезьян включает 20 видов гиббонов, обитающих в тропической и субтропической Азии. У археологов и ранее удавалось находить лишь фрагменты зубов или челюсти древних животных. Самым древним ранее обнаруженным окаменелым останком этого гиббона не более 2 миллионов лет. Как вы уже можете догадаться, последняя находка очень ценная. Археолог Цзы обнаружил лицевую кость младенца Юанмоупитекус ксяоюан возрастом 2 лет или меньше. Фрагменты челюсти сравнили с черепами ныне живущих гиббонов. Это и подтвердило достоверность находки. Проведя анализы зубов, ученые пришли к выводу, что 2-летний древний гиббон по размеру и весу был примерно как ныне живущие взрослые особи, около 6 килограмм. Генетические исследования показывают, что гилопотиды отошли от линии, ведущих к человекообразным обезьян и человеку около 17-22 миллионов лет назад. Но все еще существует разрыв в 10 миллионов лет, который необходимо заполнить дополнительными открытиями в эволюционной истории гилоботид, особенно разрыв между 2 и 6 миллионами лет назад, который был критическим периодом для перехода древних приматов к современным. Исследование было опубликовано в международном антропологическом журнале Journal of Human Evolution. Параллельно с древними гиббонами китайские ученые решили повторно изучить окаменелости яиц динозавров и пришли к серьезному выводу. Новая возможная причина вымирания динозавров. Ученые никогда не прекратят поиски причины гибели древних гигантов. Древний мир у людей всегда ассоциировался с динозаврами. Это были самые загадочные существа на нашей планете, и вымирание таких гигантских существ постоянно вызывает интерес в научной среде. Китайские ученые провели анализ окаменелости яиц динозавров и выявили устойчивое снижение разнообразия динозавров в меловом периоде. Такой упадок ослабил способность динозавров адаптироваться к экологическим потрясениям, вызванным крупными
крупными стихийными бедствиями. Популяция динозавров прямо зависела от успешности вылупления из яиц. Забегая наперед, скажу простым языком. Если бы яйцам динозавров ничего бы не помешало, то скорее всего динозавры дожили бы до наших дней. Существует две основные теории вымирания гигантов – огромный астероид и извержение вулканов в Деканских ловушках в Индии. На территории Китая было обнаружено довольно много окаменелых останков динозавров, а самое главное – яиц. Вот по ним ученые пытаются выяснить массовую причину вымирания. Проанализировав более 1000 образцов яиц и яичной скорлупы и окаменелых костей, ученые определили, что массовое сокращение популяции началось 72 миллиона лет назад, тогда как 66 миллионов лет назад вымер последний динозавр. Это говорит о том, что динозавры начали вымирать постепенно, задолго до их полного исчезновения. Это подтверждает окаменелости, обнаруженные в Северной Америке. Согласно исследованиям, там же удалось определить, что популяция начала снижаться примерно в тот же период, что и в Китае. Если с динозаврами все стало более-менее понятно, то теперь я расскажу про самую древнюю переноску для детей. Детская слинг-переноска возрастом 10 тысяч лет. Когда вам пытаются в рекламе доказать, что детская слинг-переноска – это новейшее изобретение человечества, и вы прямо сейчас обязаны его купить, то всегда вспоминайте это видео. 5 лет назад в итальянской пещере Арма-Вейрана археологи обнаружили могилу младенца, возраст которой приблизительно 10 тысяч лет. Долгое время исследователи из Монреальского университета изучали могилу и останки двухмесячной девочки, похороненной там. Они пришли к выводу, что ребенок был похоронен в шарфе-слинге, украшенном бусами и ракушками. Ткани практически не сохранились, но даже по тем крупицам, которые удалось собрать, ученые определили, что это был за предмет. Ребенку хоть и было всего лишь пару месяцев, но переноска уже стала для нее очень родной. Скорее всего, родители использовали слинг при жизни, а не только в качестве погребального инвентаря. Как мы знаем, люди часто в могилу кладут самые дорогие и близкие вещи, которые при жизни принадлежали человеку. То, что это был слинг, а не погребальное одеяло, подтверждается позой похороненного ребенка. Видно, что его положили в могилу, можно сказать, оторвав от сердца. Богато украшенный для того времени слинг указывает на то, как дорог был ребенок для своих родителей и как они его любили. Ученые изучили ракушки и бусы. Оказалось, что они были очень изношены, а это значит, что их использовали задолго до производства слинга. Скорее всего, это были украшения, которые передавались по наследству от бабушек и дедушек. Возможно, эти украшения пришли к слингу в качестве оберега, и как мы сейчас можем видеть, оберег ребенку не помог. С Италии мы переместимся изучать древнее поселение в Шотландии. Древнейшее поселение в Шотландии. Одно из крупнейших древних поселений обнаружено в Шотландии в мае этого года. На вершине Тапот-Нот в Абердиншире университетские археологи нашли доказательства того, что на этом месте жило до 4000 человек от 1700 до 1400 лет назад. Археологи провели ряд исследований, используя радиоуглеродное датирование, дроны и лазерные технологии, которые показали, что в древности здесь были строения, похожие на дома. Пикты долгое время доминировали в некоторых частях Шотландии, а первое упоминание о них было в позднеримских писаниях, как проблемная группа людей. Существует две главные теории происхождения пиктов. Согласно первой, пикты – это кельтское племя, рано отделившееся от основной массы сородичей, поэтому они так сильно отличаются от тех же галлов или соседей бритов. Согласно второй, менее популярной, пикты – автохтонное население Британии, пришедшее сюда еще в ранний бронзовый век. В любом случае, досконально о пиктах ученым и историкам известно очень мало, поэтому любая находка и упоминание о них является ценнейшей информацией. Последнее найденное упоминание о них было 1100 лет назад. Археологи планируют в будущем лучше исследовать это место, чтобы собрать больше ценной информации. Следующая находка тоже из Шотландии. Самая старая ткань в Шотландии. Если честно, то ткань со времен неолита практически не доживает. Изучение текстиля у ученых проходит на основании отпечатков на грунте или глине. Так произошло и в этом случае, когда в Шотландии, в Несов-Бродгар, на Оркнейских островах был найден отпечаток, который оставила ткань, когда ее горшок прижал к влажной глине 5000 лет назад. Предположительно, эта ткань использовалась в качестве гончарной одежды во время изготовления горшка. На это указывают отпечатки внутри сосуда. Во время изучения этого объекта
объекта археологи использовали самые современные методы изучения древностей. Метод называется визуализация преобразования отражения, RTI, который объединяет несколько фотографий объекта для создания высокодетализированного изображения, которое может выявить детали поверхности, невидимые при обычном осмотре. Команда NES of Brodgar изучает этот древний монументальный комплекс неолитических зданий уже 10 лет. Из Шотландии мы отправимся в Южную Америку, чтобы проехаться на поезде Майя. Археологические находки на маршруте поезда Майя. Открытия на маршруте Mayan Train не прекращаются. Власти строят туристический поезд Майя, который будет проходить через джунгли и пещеры. Во время строительства археологи уже обнаружили множество древних строений, артефактов и объектов времен Майя. А самое интересное, что теперь появится возможность и у туриста во время поездки наблюдать за древним миром Майя, и возможно кому-то удастся разглядеть там что-то новое, ранее не обнаруженное археологами и учеными. Два новых археологических открытия вызвали множество разговоров среди археологов по всему миру. На маршруте, по которому будет проходить поезд Майя, обнаружили уникальный сосуд и сеть интересных пещер. До сих пор точно неизвестно, использовался ли сосуд для ритуалов, жертвоприношений или для общего пользования. Очень похоже, что эти пещеры использовались до испанской колонизации региона. Некоторые объекты очень напоминают по стилистике, которые ранее были обнаружены за много километров от этого места. От древних майя мы переместимся к очень-очень древним китайцам. Происхождение китайской цивилизации. Многие знают, что китайская цивилизация считается одной из древнейших, которая дошла до наших дней. Но китайские ученые пытаются углубиться еще больше в своих изучениях древности. И для этого есть все предпосылки. В изучении происхождения китайской цивилизации помогают находки в виде древнейших черепов, обнаруженных на территории Китая. Одним из таких стал юньсяньский человек, чей череп имеет возраст более 1 миллиона лет. Окаменелость является третьим древним человеческим черепом в этом регионе. И это третий череп юньсяньского человека. Череп найден в Шияне, провинция Хубэй в центральном Китае, и принадлежит Homo erectus. Даже грязь, в которой нашли череп, имеет исследовательскую ценность. Над ней уже работают в лаборатории. Юньсяньский человек жил около 1 миллиона лет назад, что стало ключевым моментом в эволюции Homo erectus. Связующее звено между предшествующими и последующими видами, такими как Homo erectus pekинensis. Ископаемое является важным открытием для исследования эволюции Homo erectus, его происхождения и развития в Китае и остальной части Восточной Азии. А ведь когда-то этот юньсяньский человек жил на нашей планете. У него, возможно, была семья и дети. Он ловил рыбу и ходил на охоту. Он чем-то увлекался. Возможно, умел петь, издавая разные звуки, но не умел плавать. Умел строить дома из веток и глины, но не умел готовить еду. Он получал эмоции от своей жизни, как мы это делаем сейчас, только жил за очень много лет до того, как появились мы. Из древнейшего Китая мы отправимся изучать древнюю сантехнику в Рим. Сантехника Древнего Рима. Во время извержения Везувия в 79 году нашей эры пострадали не только древние Помпеи, но и небольшие города, расположенные рядом. В нашем случае речь пойдет о находке, обнаруженной на вилле Ариадны в Стабиях. Небольшой свинцовый декоративный резервуар, куда поступала вода с внешнего водопровода. Из него вели две трубы, снабженные кранами, которые можно было перекрывать в случае необходимости. Одна труба вела на фонтанчик в Имплювии, небольшой бассейн-пруд в центральном дворике здания, вокруг которого строились римские дома. Другая внутрь здания. Название вилла получила в честь знаменитой фрески Ариадны, найденной здесь. Площадь виллы составляет 11 тысяч квадратных метров, хотя раскопано менее половины. Краны, конечно же, бронзовые, а не свинцовые, ведь свинец очень мягкий металл. Вот тут хорошо видно на аналогичном. Резервуар свинцовый, краны бронзовые. Через них шла холодная и горячая вода. Также на вилле есть гипокауст, теплый пол. В наше время далеко не в каждой квартире есть горячая вода, а что уж говорить о теплых полах. А вот в Древнем Риме было и не такое. А вот это уже водопровод в доме Ветиев в Помпеях. Ну и как вам работа древнеримских сантехников? Как по мне, с учетом прошедших тысячелетий, вполне качественно. А теперь можете посмотреть у себя под раковиной, как выглядит ваша сантехника. А как насчет контрольных весов? Власти города размещали подобные весы, чтобы любой покупатель мог перепроверить вес купленного продукта. На весах находится 9 углублений, и каждая имеет эталонно точный объем. Торговцам в те годы было сложнее обмануть своих клиентов. Измерение веса происходило следующим образом. Клиент насыпал зерно
в одно из углублений, а после вынимал пробку на дне. Зерно снизу высыпалось обратно в тару, после чего следующий недоверяющий покупатель мог произвести свои замеры. И закончу сегодняшнее видео яйцом дракона. Отправимся в США. Яйцо дракона. Всегда, когда артефакты выглядят загадочно, их пытаются отнести к инопланетным, мифическим древним цивилизациям или к криптидам. Вы замечали не раз, что я и сам иногда верю в правдоподобность такого рода находок. Возможно, это происходит по той причине, что людям хочется верить в нечто мифическое, в крамолу, в что-то такое, чего раньше никогда не было. А возможно, хочется найти какой-то артефакт, который расскажет неизвестную правду о нашем прошлом. Давайте ближе к находке. Эта история случилась еще в 2020 году. В США житель Арканзаса копал яму под бассейн у себя на участке. В земле он нашел загадочный объект, имеющий приплюсноватую яйцевидную форму. Он, недолго думая, сразу отправил фотографию своей находки в социальные сети. Каждый пользователь сети решил высказать свою теорию происхождения этого объекта. Сторонники существования криптидов даже не сомневались, что перед ними не что иное, как яйцо дракона, которое немного сплющилось под давлением земли. Стоит признать, что эта странная штука, имеющая длину чуть более полуметра, действительно похожа на яйцо или окаменелого монстра. Хотя нашлись и те, кто утверждал, что в находке нет ничего загадочного, назвав ее обычным геологическим образованием. И казалось бы, узнать правду, что это за объект или чей след, проще простого. Отправьте туда команду археологов для детального изучения. Но автор фотографии поступил непредсказуемо. Он просто удалил все фотографии, ничего не объяснив. Нам остается только рассуждать. То ли это было действительно геологическое образование, то ли определенные организации приступили к изучению данного объекта, а владельца фотографии попросили удалить любое упоминание о яйце дракона. В любом случае, рекомендую вам подписаться на наш канал и рассказать о нем своим друзьям. Ваши лайки и комментарии помогают нам в продвижении и узнаваемости. Спасибо за ваши просмотры, всем пока!